Сегодня, как обычно, в конце года хочется поговорить про топ-10 лучших часов 23 года в моей версии гита. Порядок здесь сегодня значения никакого не имеет, просто 10 часов, которые мне понравились больше всего в этом году. Здесь часы, про которые мы писали, которые были на обзоре и которые вышли в 2023 году. И дело не в бренде, цене или усложнении. Дело скорее в идее, исполнении и, конечно же, дизайне. Поэтому расположены они по порядку, без мест, это никакой не рейтинг. Но 10 часов. Не могу не начать с часов Christopher Ward Z12. Эта модель меня настолько впечатлила, что немедленно заказал себе экземпляр. Отличный яркий вариант спорт-модели с интегрированным браслетом от одного из моих любимых брендов. Ну и далее время, конечно же, для винтажа. Это сразу две модели, которые сделаны в стилистике винтажных моделей дайверов 60-х. Если Aquastar Deep Star 2 Vintage Silver это по факту ремейк своей же модели 60-х, то Ollie & Weiss Астрохрон это скорее такая интерпретация знаковой модели 1967 года. И дайвер, и пилот стилистически выверены и сделаны с такой самой настоящей любовью к true винтажу. Из современных пилотов хочется отметить немецкий Archimed пилот 200. Это идеальный лаконичный пилот с отличной читаемостью и стилем. А вот из японцев я бы выделил, конечно же, потрясающий бренд Kurono Tokyo и их хронографы, которые называются лаконично и просто хронограф 1, 2 и 3. Очень такие японские и по стилю, и, конечно, по качеству отделки. Ну а теперь время для современного трехстрелочника. Это британский Farer Freehand. Одна из версий Discovery 2, которую мне подарили участники нашего телеграм-чата. Я позволил себе их включить в этот рейтинг, хотя они вышли в конце 2022 года, но, справедливости ради, модель в меньшем диаметре 36 мм появилась уже в 2023 году. Лаконично и очень красиво. Пожалуй, Farer это для меня сейчас главный дизайнер среди микробрендов. Ну и без спамов мы в этом году не обойдемся. Один из моих любимых брендов выпустил шикарную модель Panerai Radiomir Officine PAM 01385. Выверенный цвет, сдержанность и единственно верный мануфактурный калибр, конечно же, на ручке. Иногда хочется классики 30-х годов, и в 23 году лучшим образцом Art Deco, на мой взгляд, стали Alpina Heritage Carry Mechanical 140 лет. В честь 140-летия эта модель вышла. В них, как мне кажется, прекрасно все, особенно калибр 30-х годов на ручном, конечно же, заводе. Ну а за ультралюкс в этом году отвечает Moser с невероятными Endeavor Center Seconds Vanta Black. Для меня это, наверное, самые эффектные и красивые часы года. Как всегда у Moser, красота в простоте. И, наконец, десятку завершает народный микробренд Bofor из Новой Зеландии, обновленной моделью Aerotimer. Самобытная модель с яркими нотками винтажа и отличным качеством исполнения. Вот такая вот десяточка в этом году. Обязательно напишите, какие модели вам больше всего понравились в 2023 году. Напишите даже ваш топ-10, будет интересно почитать, а потом, может быть, обсудить на стриме. Ну и также напишите, какие у вас ожидания относительно 2024 года. Что ждете там, какие тренды, какие новинки, чего интересного вообще будет. Уйдет ли от нас, ну, может быть, уже многим набивший оскомину тренд на винтаж. Или же он усилит свои позиции и сохранится и в следующем году. Ну, на этом у меня все. Всем пока. Увидимся.